В тайском боксе, да, в хайкике там вырастаешь на ноге. То есть вот эти, это не засчитывается. То есть такая грубая работа. Более таз у них шире, ноги, да. Нельзя стесняться пробовать, потому что идет эволюция спорта. Боец, тебе знакомо чувство усталости? Ты хочешь быть лучше? Электролиты концепции тайского бокса выведут твою выносливость на новый уровень, а также тайские спортивные бальзамы помогут быть максимально продуктивным как на тренировке, так и в бою. Лучшие продукты для спортсменов из Таиланда, о которых вы не знали, в магазине abcshop.su. Всем привет, друзья! С вами Гордичук Александр, Андрей Басынин и Донец Виталий. Сегодня очень важная тема – это отличие кикбоксинга и тайского бокса. А точнее, чтобы вы понимали, когда вы приходите на тайский бокс, вас тренируют кикбоксингу или тайскому боксу, потому что такая подмена понятий бывает очень часто в странах СНГ. Бывало и такое, да? Бывает и такое. Потому сегодня топ-3 от каждого из нас отличие тайского бокса от кикбоксинга, так как мы часто бываем в Таиланде и, соответственно, видим, чему тренируют дома. Начнем с Андрея. Андрей, как ты думаешь, вот твой первый топ отличия кикбоксинга от тайского бокса? Как человек может отличить? В тайском боксе оцениваются сильные удары, то есть делается акцент на сильные удары. Даже не на комбинации, а именно на акцент на сильный удар. Даже я как судья, то есть у нас считается так, засчитывается удар, который вывел соперник из равновесия. Если я бью в щит, и я тебя сношу с места, это как бы там принял, снес, все, это удар. То есть вот эти, это не засчитывается, это щипки. То есть дома больше учат вот такой легкой технике, которая как на баллы, да, Нет, можно назвать? это уже как бы там уже по школе зависит как тренер, но тайский бокс это акцент на сильный удар. Они более жесткие, и я так понимаю, что сильный, один, но очень жесткий. меньше комбинаций, больше жестких ударов. Ударов, да. Отлично, это первое. Виталий, что ты скажешь по этому поводу? Тайский бокс в чистом виде отличается от кикбоксинга, работа на ногах. В тайском боксе даже некоторые тайцы, Андрей знает, некоторые ждут, пока у нас закончатся сборы, чтобы взять персоналки, просят, чтобы я им футворк поставил. Потому что они стоят, ну вот у них, да, минимум работы на ногах, минимум челнока. И один жалуется, что много пропускает удар. То есть все принимает на себя. Именно таец? Не проваливает. Ну, не таец, а тут есть. Человек, который занимается тайским боксом. Да, тайским боксом, который выступает на стадионе. Это все удары принимает на себя. То есть такая грубая работа. После каждого турнира разбиты руки, ноги разбиты. И вот, У тайского боксера, да? Да. И он хочет именно научиться проваливать. Там он видел, наблюдает за нашими тренировками, смотрит, как мы учим проваливать, как мы на ногах часто двигаемся, стараемся минимум. Тогда следующий момент, извини, что перебью. Значит, в ваших тренировках уже лучше собранная с тайского бокса и с кикбоксинга, можно так понять? Здесь мы говорим немножко о том, не по теме, но тоже интересно. Отсюда самое лучшее, да? Я называю это гибрид. Я сейчас веду это просто физиологически, да, то есть мы берем Таиланд и, допустим, Россию, да, то есть тайцы, они чуть другое сложение, они более таз у них шире, ноги, да, жарко, да, то есть им здесь не напрыгаться, да, но опять мы называем, что там есть пару чемпионов, да, там Лимпини, там, да, которые работали на челноке, раздергали, двигали, даже случайно, например, постоянно что-то выбрасывают, да. Кстати, те тайцы, которые отходят от этих стандартов, они часто сейчас и выстреливают. Вот попробуй к Санчаю адаптироваться. От него не знаешь, что ожидать. Он подвижный, мобильный, показывает одно, делает другое. А когда тайцы в чистом своем виде, я много здесь спарринговал с тайцами и сделал один вывод. Когда я с ними в таком же тайском режиме начинаю работать, все, я без шансов, они как рыба в воде, чувствуют этот режим. Только я начинаю добавлять, дергать, там они начинают проваливаться, или я там показываю, иду, он пытается встретить, я сбиваю, там, все, они начинают теряться, у меня начинает получаться. И после этого я сделал вывод, что тайский бокс в чистом своем виде это не для меня. Поэтому я даю такой, я называю гибрид, там из ММА взял, из бокса, из кикбоксинга, из тайского бокса. Из ММА мне нравится там даже хайкики. В тайском боксе, да, в хайкике там вырастаешь на ноге, тело прямое. В ММА часто они бьют с головой, на всей стопе стоят вот такие удары забрасывают. Там полетела рука, нога. Короче, я из ММА беру, из тайского бокса, везде. Но четкое отличие это все-таки в том, что я понял, что тайцы, они более живой. На месте ходят, более вкопанные такие, да, спокойные. И мне нравится, что многие тайцы, некоторые так на нас смотрят это, а многие начинают хотеть так же. Вникают в эту тему. Что мне еще очень льстит, что они не стесняются и просят персоналку. Таец просит персоналку, это очень приятно. Хотел бы заметить тоже очень важный момент, что, ребят, нельзя
стесняться чего-то нового, нельзя стесняться пробовать, потому что идет эволюция спорта. Посмотрите на любой спорт, например, тот же ММА, который вот свежий, да, ну сравнительно свежий. Посмотрите первые выпуски UFC и посмотрите 200-е. Очень большая разница, потому нужно обязательно пробовать. И вот этот гибрид, назовем это так, это очень правильно. Но и сделаем вывод, второго топа это передвижение тайца. То есть отличие. Тайцы, они ходят более спокойно, размеренно, а Называют тайский режим. Тайцы здесь никуда не спешат, но я думаю... Они ты на знаешь, сабае, и да. вот так они и в стойке. Никуда не спешат, тайский режим, медленно. У нас Релакс он более такие. уже такой, мы уже все время заряжены. челночок, уже. семенящий шаг. Да-да-да, и тайскую стойку я даже очень редко даю. Если человек пришел и ему конкретно чисто тайский бокс интересует, да, я его ставлю в тайскую стойку, но в основном это такая больше кикбоксерская, здесь тело на двух ногах, не на задней, на двух ногах, и более такая подвижная манера. Что-то еще хотел сказать. Йокао, взять Йокао, они приглашают к себе европейских тренеров по боксу, даже там недавно приезжал, он Развивается, сейчас конечно. уехал. То есть они не стесняются, он приглашает себе тренеров, растут. Чемпионаты мира по любителям возьми. Сейчас в топе всегда это Россия, Белоруссия, Украина и Таиланд. Поэтому тайцы, они, не дураки, они начинают Да, просекать, тайцы в чем проиграли, фишка, да. почему так, почему Украина, Россия, Белоруссия в топе. Они начинают тоже двигаться. А те, кто не гибкие, те, кто продолжают оставаться там в своем этом, Деградирует. те не выстреливают. Дерутся здесь за 3 копейки, за рис дерутся на стадионах. А те, кто развивается дальше, они вон выходят и уже, он как Сайнчай, Буакав, Порпо. Ну, Буакав сейчас тоже, он, да, мощный, но это ведет однообразные такие бои. Тут в Таиланде, слышал, да, называют Буакав, это power, сила, он сила берет, а Сайнчай IQ. Сайнчай IQ всех переигрывает. Ну, это спорный такой вопрос, который всех долго интересует уже, кто выиграет, Сэнчай или Буакао. А никто, они друзья. Они друзья, никогда да. рубиться, Ну, так что не дождетесь. вставим в этот ролик, просто я вот уверен, что выиграет Сэнчай. Ты кто, Буакао или Сэнчай? Вот это так, 50-50. Я ни за кого. Андрей. Мне оба нравятся, поэтому... Бокал. Буакао. Ну вот. Видите, как оно. Короче, мы тут не определили. Я думал, что мы Мне сейчас оба определим. нравятся, поэтому... Не, да мне тоже оба нравятся. Там, да, потому что здесь невозможно, да, предугадать, потому что как вообще, Я кто как и будет того- думать, да, потому что они как бы оба же думающие, да, то есть, потому что Санчай, тут он, блин, такой игровик, конечно, попробуй поймай его там. Вот, ну и, ребят, третье. Я вот думал, что сказать, просто я не знаю, как это совместить с тем, вот, что ты сказал, комбинационно, да, то есть удары легкие и жесткие. То есть назовем это таймингом, наверное, что тайцы работают, то есть Андрей говорил про тайминг. Там, где тайцы, они бьют там 2 удара, перезаряжают, то есть один перезарядка, то есть не в одно движение. А я тогда добавлю третий топ, который, это тоже часто спорят на канале, это когда тайцы бьют там лоу-кик, либо мидл-кик, они отводят руку. Им, мол, рассказывают, что да, пропустишь там так и так далее. То, что нужно держать, да, руку возле головы. Главные эксперты, потому что которые ни разу в жизни не дрались. Ну, вообще, как бы, есть такая тема, что в кикбоксинге, да, там, кикбоксеры, они руки держат, как правило, возле головы. Тоже зависит от школы это. А в тайском боксе они, соответственно, хотят, чтобы удары были жестче, как Андрей нам сказал, да, и они делают хороший реверс, отмашку. Потому обратите на эти моменты внимание, и если вам преподносят тайский бокс, но там двигаются в челночке, либо более резво, это еще не значит, что это плохо, как нам Виталий подсказал. А вообще, друзья, просто не сидите дома, да идите заниматься. А если вам интересно позаниматься не только дома, а перенять опыта в других странах, смотрите на ссылки в описании. Андрей делает в мае месяце спорттур в Грецию. Кто хочет подальше от дома, приезжайте в Таиланд на спорттур. Ребята, кстати, делают спорттур 1, а то и 2 раза в год с соотечественниками. Ну а кому интересен вот этот старый тайский бокс, может просто приехать и потренироваться в спорттуре старым тайским боксом. Ребят, подписывайтесь, лайкайте. Всем до скорых встреч.